сердце джунглей самка леопарда оказалась беспомощной и не могла защитить детеныша. Когда надежда пропала, пришла неожиданная помощь. То, что случилось дальше, поразит ваше воображение. Странный звук нарушил покой леса. Приглушенный, отчаянный крик доносился из глубины джунглей. Этот звук не был похож на то, что лесничий Эмир слышал раньше. В нем смешались тревога и полное бессилие. Эмир приостановил обход и наклонил голову, определяя направление. Звук шел из-за искривленного баньяна на краю болота. С каждым мгновением крики становились громче. Движимый любопытством и беспокойством, Эмир оставил снаряжение и поспешил на помощь. Подлесок редел, и крики становились отчетливее. Продираясь сквозь заросли, Эмир замер. На затопленной поляне отчаянно барахтался маленький леопард. Его силы таяли, глаза наполнились паникой, котенок был на грани утопления. Эмир знал, что леопарды — опасные хищники, но этот малыш был слишком слаб. Лесничий осмотрелся, выискивая его мать в густой листве, пока не заметил металлический блеск. Невдалеке он обнаружил самку леопарда. Ее лапа намертво запуталась в браконьерской цепи, закрепленной на дереве. Глаза кошки были расширены от боли. Она яростно пыталась вырваться, но стальной трос не пускал ее к тонущему сыну. Сердце Эмира сжалось. Мать была поймана в ловушку и ничем не могла помочь малышу. Ее глухой рев был полон отчаяния. Лесничий понял, что спасение котенка зависит только от него. Он быстро скинул обувь и вошел в мутную воду. Вода оказалась глубокой и холодной, она мгновенно пропитала одежду. Эмир шел медленно, не сводя глаз с детеныша, и пытался успокоить его тихим, нежным голосом. «Все в порядке, малыш, держись». Пятнистый малыш почувствовал спасителя и перестал паниковать. Оказавшись рядом, Эмир аккуратно поднял его из воды. Хрупкое тельце дрожало от холода. Лесничий бережно отнес котенка на сухой берег и прижал к груди, чтобы согреть. Эмир не мог бросить мать леопарда в капкане. Он подошел к прикованному животному и осмотрел замок, прикидывая, как освободить хищницу без лишней боли и опасности для себя. Вдруг он услышал хруст листьев и тихие голоса. Браконьеры возвращались проверить ловушку. Действовать нужно было мгновенно. Эмир спрятал дрожащего котенка в густых зарослях, а сам затаился за поваленным стволом дерева. Вскоре появились двое мужчин с винтовками и капканами на плечах. Они грубо переговаривались и смеялись, не подозревая о свидетеле. Подойдя к прикованной самке леопарда, один из них скомандовал проверить добычу. «За такую отличную пятнистую шкуру мы получим хорошую цену», — ухмыльнулся браконьер. У Эмира закипела кровь от их жестокости, но он понимал, что открытый бой слишком опасен для него и леопардов. Нужно было хитрить. Хищница угрожающе зарычала на мужчин. Один из них вытащил ключи, чтобы проверить замок. Эмир понял, что это его шанс, и бросил тяжелый камень в кусты подальше от места, где прятался котенок. Резкий звук отвлек браконьеров. Они вскинули ружья. «Пойди проверь», — шепнул один другому. Пока мужчины отвернулись, Эмир бесшумно добежал до их брошенного снаряжения и схватил тяжелый гаечный ключ. Времени не осталось, браконьеры уже возвращались. Эмир принял смелое решение. Он решительно вышел из укрытия с ключом в руке и встал живым щитом между преступниками и скованным леопардом. «Уходите отсюда», — твердо сказал он. Старший браконьер лишь пренебрежительно рассмеялся, оценив одинокую фигуру лесничего. «Ты думаешь напугать нас?» — усмехнулся он, сжимая винтовку. «Этот леопард стоит целое состояние. Это наша территория». Эмир стоял намертво. Гаечный ключ стал символом его решимости. «Я не позволю вам убить ее», — властно заявил он. Заметив секундное колебание бандитов, лесничий решил использовать психологическое давление.
«Вы думаете, вы здесь одни?» — резко спросил эмир. «Район регулярно патрулируется рейнджерами. Они будут тут с минуты на минуту. Вы действительно хотите сесть в тюрьму?» Браконьеры нервно переглянулись. Встреча с законом не входила в их планы. «Уходите сейчас, и я не сообщу ваши приметы на базу», — блефовал эмир. «Останетесь, будете иметь дело со всем отрядом». После напряженной паузы браконьер неохотно опустил ствол. «Ладно, пошли. Эта кошка не стоит тюрьмы». Ругаясь, преступники скрылись в подлеске. Как только они ушли, эмир облегченно выдохнул. Он подошел к самке леопарда, успокаивая ее голосом, и точным ударом ключа разбил замок. Железные цепи со звоном упали. Освобожденная хищница бросилась к кустам, позвала детеныша, и после короткого нежного воссоединения они скрылись в чаще. Прошло несколько месяцев после спасения леопардов. Муссонные дожди сделали джунгли непроходимыми, но опасность осталась. Браконьеры, движимые жадностью, все еще промышляли в лесу, заставляя зверей быть настороже. Туманным утром эмир совершал плановый обход. Влажный воздух лип к коже, а туман мешал обзору. Проходя мимо древних баньянов, лесничий заметил примятую траву, свежий след человеческой деятельности. Сердце забилось чаще, и мир пошел по следу. Вскоре сквозь редеющий туман он увидел струйку дыма, верный признак лагеря. Мужчина пригнулся и, прячась за листвой, бесшумно двинулся вперед. Эмир был один и без оружия, не считая складного ножа. Он осторожно подкрался ближе и разглядел троих мужчин грубого вида у костра. Рядом лежали капканы, сети и ружья. Прямой бой был исключен. Эмир решил тихо отступить и вызвать подмогу. Но при попытке уйти под его ногой громко хрустнула ветка. Браконьеры резко обернулись. Поняв, что раскрыт, эмир бросился бежать, используя туман как укрытие, пока бандиты со старыми ружьями догоняли его. Внезапно чья-то сильная рука схватила его за воротник и прижала к дереву. Это был главарь банды. Браконьеры были в ярости. Они винили лесничего в своих прошлых неудачах и денежных потерях. Ему грубо связали руки толстой веревкой. Главарь злобно прошипел: «Ты слишком долго путался у нас под ногами. Пришло время избавиться от тебя навсегда». Эмира утащили в глухую чащу, подальше от троп. Лесничий лихорадочно искал путь к спасению, но его держали крепко. На заброшенном болотном участке главарь скомандовал остановиться. Здесь его никто не найдет. Он медленно снял винтовку с предохранителя. В самый критический момент из тени деревьев бесшумно появилась величественная самка леопарда. Ее яростный взгляд был прикован к бандитам. За эти месяцы она не забыла человека, спасшего ее и котенка, узнав его по запаху и голосу. Браконьеры онемели от ужаса, их хватка на плечах эмира ослабла. Лесничий мгновенно воспользовался этим, рванулся в сторону и упал на землю, лишив преступников возможности прикрыться им. Издав мощный, сотрясающий землю рев, хищница бросилась в атаку. Перепуганные браконьеры бросили оружие и в панике пустились на утек. Леопард встала живым щитом, преграждая им путь к возвращению. Убедившись, что враги сбежали, кошка подошла к лежащему эмиру. Лесничий безуспешно пытался развязать узлы. Поняв его намерение, умная хищница аккуратно перекусила прочную веревку своими острыми клыками. Эмир поднялся на ноги, его сердце было полно благодарности. «Спасибо тебе», — тихо сказал он, протягивая руку. Большая кошка спокойно посмотрела на него. В этот миг между человеком и зверем возникло полное понимание. Вокруг шумел тропический дождь, смывая следы борьбы. Леопард едва заметно кивнула своему спасителю, развернулась и царственно скрылась в густой чаще. Ее долг перед человеком был полностью выплачен. Этот благородный поступок дикой кошки навсегда остался в памяти эмира.
В последующие дни он часто смотрел вглубь леса, зная, что где-то там она растит своего детеныша в безопасности. Эта история доказала лесничему, как важно защищать природу. Ни одно доброе дело в нашем мире не остается без заслуженной награды. Что вы думаете об этой вдохновляющей истории? Поделитесь своим мнением в комментариях. Увидимся в следующих выпусках.